Если вам повезло стать счастливым обладателем собственного участка земли, на котором вы планируете или уже строите дом для своей семьи, то ваша земля станет комфортным местом для пребывания лишь в том случае, если будет иметь достаточное ограждение. Решить эту проблему поможет обычный забор, о подробном изготовлении которого как раз и пойдет речь в этом видео. Как сделать простой доступный забор и при этом влезть в разумный бюджет. А также мы покажем изготовление несложных навесов для террас и другие наружные работы из цикла о строительстве этого бюджетного дома. Усаживайся поудобней, это время ты проведешь с пользой. Первые работы по строительству на любом участке логичнее всего начинать с изготовления забора. Так вся стройка с обильным количеством стройматериалов на участке будет обезопасена от случайных прохожих, а также от честных воров. В нашем случае мы поступили иначе, начав стройку с возведения коробки для дома. Целый год стройка велась без какого-либо ограждения, но размещение этого участка в тихом районе, а также наличие добросовестных соседей избавило нас от неприятных случаев кражи стройматериалов на протяжении всей стройки. Если у вас не такие благоприятные условия, то вашу стройку все же нужно начинать с изготовления забора. В этом бюджетном доме, который мы помогаем строить родителям, забор было решено сделать тоже максимально бюджетным и простым, но чтобы при этом он был надежным и функционировал на протяжении длительного времени. Работы по изготовлению забора, навесов над террасами, а также бетонированию площадок за небольшую плату отцу помогли выполнить его друзья, так как в это время я с супругой уже был занят выполнением внутренних работ. В частности, мы выполняли обшивку каркасных перегородок и потолков листами гипсокартона. Несущий каркас для забора будет выполнен из металлической профильной трубы. На стойке для забора использовали трубу с сечением 40 на 40 мм, с толщиной стенки в 2 мм. Шаг между большинством стоек составил 2 метра 20 сантиметров. Такое же сечение трубы мы использовали и для стоек, поддерживающих навесы над террасами. Все стойки забора и навесов будут фиксироваться в земле с помощью бетона. Под каждую стойку выкопали углубление с примерным сечением в 30 на 30 сантиметров и глубиной более 50 сантиметров. Пересохший грунт плохо поддавался копке, поэтому его смачивали водой. Стойки, поддерживающие ворота, будут иметь большее сечение с размерами 50 на 50 мм. Соответственно, и приямки для них выкопали чуть побольше. Высота забора составит чуть меньше 2 метров. Это избавит от посторонних взглядов переднюю часть участка, сделав ее более приватной и уютной. А также дорога здесь не имеет асфальтового покрытия. По сути, это грунтовка с кое-где высыпанным щебнем. И высокий сплошной забор призван защищать двор от пыли, которую поднимают проезжающие автомобили. На поперечной лаге была использована металлическая труба с сечением 40 на 20 мм. Ребята решили сделать каркас для забора более эстетичным, поэтому они заморочились и подгоняли поперечные лаги в стык между стойками. Поперечные трубы к стойкам крепили с помощью электросварки. Так вся конструкция становилась цельной и более прочной. 3 поперечины нам показалось достаточным для выкройки профнастила с высотой в 1 метр 90 сантиметров. Въездные ворота формировались прямо на месте. Они будут распашными двухстворчатыми. Одна створка будет иметь существенно меньший размер и будет также выполнять роль калитки. Изготовление ворот на месте упрощает их подгонку. Все зазоры ровные и параллельны друг другу. Изначально ворота сварили цельными, а уже потом разрезали на 2 створки. Таким образом, они идеально сходятся друг с другом. Стойки на воротах будут соединяться съемной перекладиной, которую изготовили из трубы с сечением 40 на 40 мм. Эта перекладина не позволит столбикам наклониться под весом створок, а также к ней будет фиксироваться основная створка ворот, а уже к большой створке с помощью замка и защелки будет фиксироваться и калитка. Высота этой перекладины позволяет свободно проходить людям, а также заезжать во двор на легковом автомобиле.
А для заезда во двор более высоким автотранспортом перекладину можно легко демонтировать, открутив 3 болта. С помощью бетона также зафиксировали по 4 стойки для каждого навеса. Сверху эти стойки соединили с помощью поперечной трубы с сечением 60 на 40 мм. Чуть позже к этой поперечной трубе будут крепиться трубы, выполняющие роль стропил. Роль стропил выполнит труба с сечением 40 на 40 мм с общей длиной примерно в 3 метра. Для ее закрепления к дому мы заранее уже выпустили сквозные балки перекрытия. Крепить каждой такой закладной по металлическому стропилу было бы расточительно, поэтому многие деревянные выпуски так и остались незадействованными. Приваренная к трубе 4-мм шина с парой 8-мм болтов надежно закрепили стропила. Один из навесов будет накрывать стоянку для автомобиля, так как у родителей в принципе будет отсутствовать гараж. И его роль как раз и будет выполнять эта крытая терраса. Навес с другой стороны работает как огромный козырек для главного входа. На этой крытой террасе можно будет поставить стол с парой стульев и использовать это место для обедов на свежем воздухе. Для защиты от коррозии трубы в каркасе забора и навесов покрыли 2 слоями черной краски. Как по мне, металлический каркас с черной окраской наиболее красивый. Самым простым и дешевым способом облагородить площадки под навесами стала заливка плиты из бетона. По сути, немалая часть бетонной плиты здесь уже присутствовала в виде широкой отмостки, которую залили ранее. Такую же бетонную площадку залили до самых ворот. И кроме удобного подъезда, она также добавила еще одно парковочное место. Поверх металлического каркаса для навесов уложили деревянную обрешетку. Для обрешетки использовали обрезную сосновую доску с сечением 100 на 25 мм. Шаг между доской выставляли в 50 см. Доска с таким шагом будет нормальной основой для последующего покрытия навесов кровельным профнастилом с высотой волны в 20 мм. Деревянную обрешетку к металлическим трубам закрепляли с помощью саморезов по металлу с буром. Для них заранее в доске просверливали отверстие, и это же отверстие удерживало саморез при засверливании в металл. Забор обшивали выкройками профнастила с высотой в 190 см и высотой профильной волны 8 мм. Толщина металла в 0,45 мм для такой конструкции забора уже давала достаточную прочность. Современный профнастил с многослойным покрытием, который обеспечивает многолетнюю стойкость к ультрафиолету и коррозии, является одним из самых практичнейших материалов для изготовления заборов, что в сочетании с приемлемой стоимостью и объясняет его повсеместное использование. Профнастилом такого же цвета, только кровельным, были накрыты и навесы над террасами. Весь профнастил, используемый в этом проекте, имеет одинаковый цвет и матовую текстуру. Использование одного цвета в проекте придает участку более стильного, цельного вида. Ну а матовая текстура менее маркая, на ней в значительной степени меньше заметна пыль и грязь. Боковые торцы навесов закрыли профильными планками, а примыкание навесов к дому накрыли внутренним уголком.
На материалы для забора вместе с воротами общей длиной 18,5 погонных метров было затрачено $390. Соответственно, один погонный метр забора обошелся в $21, но это без учета работы. 36 квадратных метров навесов обошлись в $410. Бетонирование площадок и столбиков еще 70. Так как эти работы выполняли не мы, за работу было уплачено еще $530. Ну а в сумме забор, навесы и площадки обошлись в $1400. И суммарные затраты на весь дом на данный момент выросли до $14 800. Примерные трудовые затраты на эти работы составили 15 человека дней. Если тебе понравилось это видео и ты хочешь поддержать наше развитие, сделай репост этому ролику, поделись им с друзьями в своих соцсетях. Это существенно поможет продвижению канала, что будет отличной мотивацией для создания новых роликов. А также присоединяйся к нашему сообществу MyGalaxy. Нас уже почти 500 000. И возможно твоя подписка поможет нам реализовать нашу мечту на 2020 год, под которую мы уже освободили место на каминной полке. Будьте здоровы, берегите своих близких и это время на карантине проведите с пользой, обустраивая свой участок, дом или квартиру, уделите время семье, а также смотрите хорошие полезные видео, в том числе и с нашего канала.